Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «С чего началось предательство Горбачева? Интересные факты, которые скрывались в СССР». Те люди, кто родился и вырос в Советском Союзе, убеждены, что великое государство развалил именно Михаил Горбачев и его окружение. Горбачеву хотелось быть лидером. Он рвался к этому, вступил в партию, делал карьеру, учился. При заполнении своих анкет ему приходилось скрывать некоторые факты о себе или вовсе заменять их ложью. Этот человек, ставший первым и единственным президентом страны Советов, собирался предать свою родину задолго до того, как получил пост генерального секретаря ЦК КПСС. Горбачев построил свою карьеру не столько благодаря уму и таланту, сколько сильным покровителям как в родных пенатах, так и за рубежом. К тому же в биографии Михаила Сергеевича было много фактов, о которых в советское время тщательно умалчивали, иначе бы не дорос он до президента никогда. Все никому не нужные реформы и перестройка советского общества начались ведь не сразу, а лишь через пару лет после его вступления в должность. Потому что это задумывалось уже давно, и отнюдь не этим человеком, в котором жили лишь амбиции, а не забота о собственной родине. И тому немало доказательств. Будущий лидер партии родился 2 марта 1931 года в селе Привольном, что в Ставропольском крае. Мария Пантелеевна мечтала, что если у нее появится сыночек, то она назовет его Виктором. Однако дедушка и бабушка, люди еще не совсем проникнувшиеся духом нового советского общества, настояли, чтобы внука потихоньку окрестили. Поэтому имя выбиралось по святцам. Ближайшими по дате рождения младенца оказались именины святого Михаила. В общем, из уважения к старшим родителям пришлось назвать ребенка Мишей. Однако всю оставшуюся жизнь они утаивали факт крещения сына в формально атеистическом обществе. Особо тщательно это скрывалось, когда Горбачев вступил в Компартию. Детские годы Михаила пришлись на репрессии и голод в стране. Но Ставропольский край это почти не затронуло. Однако, когда началась война, Ставрополь оказался под оккупацией, и тогда было тяжко всем жителям благодатного края. Мы можем только догадываться, что пришлось увидеть и перенести людям в то время. Но многие знакомые Михаила Сергеевича, выжившие во время оккупации, поговаривали, что у мальчика появилось какое-то психическое расстройство. Правда это или нет, мы уже не узнаем. Родителям нужно было помогать, и с 13 лет Миша уже подрабатывал в совхозе, а с 15 лет стал помощником комбайнера в МТС. Семья Горбачевых была обычная, крестьянская. Сам Михаил Сергеевич говорил так: «Родители мои и родители моих родителей – крестьяне». И действительно, все члены семьи работали в собственном крестьянском хозяйстве. Потом стали трудиться в товариществе по совместной обработке земли. В создании этого товарищества принимал непосредственное участие еще дед Михаила по матери Пантелей Ефимович Гапкало. Он же стал и первым председателем колхоза «Хлебороб», куда вступили родители Михаила. Потом отец, Сергей Андреевич, работал комбайнером в машино-тракторной станции МТС. Миша помогал именно ему. Последнее обстоятельство и стало причиной того, что Михаил Горбачев, хоть и был крестьянином, в своей анкете при поступлении в партию написал, что он родом из семьи рабочих. Эти данные приводит Андрей Грачев в своей книге «Горбачев». Так поступить посоветовали сотрудники райкома. Кроме того, что отец Михаила был комбайнером, а это рабочая профессия, он еще и работал в совхозе. А совхозы считались государственными предприятиями. Сам Михаил Сергеевич в своих мемуарах «Остаюсь оптимистом» делился с читателями, что совершенно не знал, как написать в анкете про родственников. Дело в том, что его дедушки оба были в тюрьмах и ссылках в сталинские времена. Пантелей Ефимович Гапкало хоть и не был осужден, тем не менее несколько месяцев был под следствием. Его арестовали по подозрению в троцкизме и держали в тюрьме. Дед со стороны отца, Андрей Моисеевич Горбачев, обвинялся в невыполнении плана по сельхозработам и за это 2 года провел в ссылке. В общем, что писать в анкете? Михаил решил посоветоваться с отцом, спросить, как тот отвечал на эти вопросы. Сергей Андреевич ответил, что вообще никаких лишних сведений про родственников не указывал. Не было этого у нас на фронте, когда в партию перед боем принимали. Однако Николай Зеньковский в своей книге «Михаил Горбачев. Жизнь до Кремля» утверждает, что до сих пор неизвестно, что тогда написал в анкете будущий президент СССР. Скорее всего, информацию о том, что его родственники побывали под репрессиями, Горбачев действительно утаил, чтобы не портить анкету неоднозначными историями. Так поступить Михаилу Сергеевичу порекомендовали все те же инструкторы из райкома. Им тоже не было нужды в рассеивании смуты. Открытые архивы вооруженных сил СССР не содержат никаких данных о том, где Михаил Горбачев проходил воинскую службу. Да и проходил ли он ее вообще, точно неизвестно.
Сам политик никогда не давал однозначного ответа на этот вопрос. Однако в официальной партийной биографии генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, как ни странно, есть факт службы в армии, но нет ни рода войск, ни времени, когда это было. Кроме того, находясь всегда в должности государственного служащего, Горбачев все же как-то получил полковничье звание. Возможно потому, что по образованию он юрист. Михаил Сергеевич – выпускник престижного МГУ, но известно, что он не сдавал вступительных экзаменов в этот вуз, а прошел вне конкурса. Просто к тому времени у Горбачева уже была награда – Орден Трудового Красного Знамени за то, что юный комбайнер вместе со своим отцом был ударником труда в родном селе. Хотя, как мы помним, в этом колхозе председательствовал его дед Пантелей. Кстати, тогда в этом селе получило награду всего несколько человек, включая Михаила и самого Пантелея. Михаил Сергеевич попал в партию весьма быстро, во многом благодаря деду и ордену. Еще своеобразным трамплином стали студенческие годы, когда будущий политик активно занимался комсомольской работой и даже стал заместителем секретаря комсомольского бюро юридического факультета МГУ. Однако в анкете на вступление в партию Горбачев все же соврал про свой рабочий стаж. Там, по утверждению исследователей Владимира Соловьева и Елены Клепиковой, Михаил Сергеевич написал, что работал помощником комбайнера после окончания школы, то есть урезал себе стаж на целых 2 года. Но на самом деле он трудился еще будучи школьником, то есть в школу просто не ходил. Почему соврал? Так как в это время Привольное было оккупировано немцами, то школы, как таковые, не работали. Скорее всего, если бы Горбачев указал правду, то последовали бы не очень удобные расспросы, чем же еще занимался подросток на оккупированных землях. Теперь перенесемся во времена, когда Горбачев уже женился на Раисе Максимовне и стал занимать весьма высокий пост в московском ЦК. Как считают некоторые исследователи, именно в те годы Михаил Сергеевич начал, так сказать, морально разлагаться и смотреть в сторону Запада. Как известно, Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич Горбачевы часто выбирались за границу по служебным делам. Будущего генсека то и дело приглашали в самые разные страны. В 1971 году, например, он нанес очередной визит коммунистам Италии. В 1975 побывал в ФРГ, а в 1976 снова отправился в Париж. Все эти путешествия будущий генсек совершал вместе с супругой. Наверное, она и насвистела мужу, как же хорошо за бугром. А на Западе искали средства, чтобы начать подрывать Союз изнутри. После Второй мировой войны лидеры западных стран быстро забыли все ужасы военного времени. А еще они боялись, что СССР станет сильнее, и задумали подчинить Советский Союз, навязать на эту огромную страну свои условия или хотя бы развалить сильнейшее в мире государство. Так вот, когда Горбачев и его жена Раиса Максимовна поехали в 1966 году во Францию, их там приметили сотрудники Ми-6. С тех пор началась проработка этого политика и его последующая вербовка. И, как оказалось, овчинка стоила выделки. Горбачев стал именно тем инструментом, который расколотил огромное государство на независимые кусочки. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, заочно дала Горбачеву следующую характеристику. «Мы задумались о возможном приходе к власти с нашей руки человека, благодаря которому мы реализуем наши планы. Мои службы хорошо рассчитали этот шаг. И такой человек тоже нашелся. Это Горбачев, так как он неосторожный, внушаемый и довольно честолюбивый. У него нормальные взаимоотношения с советской политической элитой, и поэтому его приход к власти с нашей помощью я вижу очень даже возможным и нужным нам». В общем, поработали над Горбачевым и его женой от души. Вспомнить хотя бы историю, когда будущий президент СССР как на духу вывалил все стратегические секреты своей страны. Тогда Михаил Сергеевич поехал по делам каким-то в Англию. Делегация-то, по сути своей, была малозначимой. Так, дружеский визит. Именно во время этого визита Горбачев встретился с Тэтчер. Это была их первая очная встреча. В тот день произошло то, чего никто не ожидал от Горбачева, даже те, кто его выращивал. Во время приема в кабинете Тэтчер Горбачев вдруг извлек секретную карту СССР с указанием всех мест, где расположены ядерные установки, и показал также схему ударов по Великобритании, если вдруг она решит напасть на Союз. В общем, раскрыл будущий генсек тогда все карты. Спустя несколько месяцев этого предателя назначили на высший пост страны. Какое удачное совпадение, не правда ли? Почему же эта непонятная для русских людей выходка Горбачева тогда осталась безнаказанной? Или уже знали в вышестоящих кругах, что не стоит с ним связываться, ведь дело тогда уже шло к развалу всей советской системы? Так что эта выходка стала первым большим предательством Михаила Горбачева по отношению к своей стране и своим соотечественникам. Через 2 года он и его приспешники стали раскачивать экономику, разрешая прямые завозы из-за рубежа, разоружать страну, раздавать территории направо и налево. В общем, стали вовсю разваливать попавшее им в руки некогда могучее государство в угоду Западу.
Стоит упомянуть еще один факт. Все мы помним, к какой страшной трагедии привел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, который случился 26 апреля 1986 года. Из-за этого события уровень радиации по всей территории страны стал превышать норму в десятки, а ближе к Украине и в сотни раз. Но не все тогда сразу узнали про эту беду. 1 мая 1986 года люди вышли на первомайские шествия. Советская власть ежегодно проводила демонстрации в этот праздничный день. Парады проводились также и в тех городах, которые находились в предполагаемой зоне высокого радиоактивного воздействия. То есть людей попросту не предупредили об опасности, просто промолчали по приказу Горбачева. Сам он объяснил такой шаг тем, что не хотел создавать панику. Руководители СССР рассказали гражданам о взрыве только 14 мая, когда уже прошли все праздники. К тому времени в стране уже ходили слухи, и новости о катастрофе уже просочились через зарубежные СМИ. Горбачев всех тогда уверял, что властям удалось предотвратить самые страшные последствия, хотя на деле он попросту подверг огромные массы людей воздействию радиации. Может быть, смысл был в том, чтобы ухудшить генофонд россиян, повысить смертность? В общем, все велось к тому, чтобы люди еще больше сомневались в советской власти, искали лучшей жизни. Советский Союз с приходом к власти Горбачева стал стремительно терять свои позиции на мировой арене. К мнению представителей нашей страны совершенно перестали прислушиваться. Да и кто будет доверять завербованному шуту, который устроил на собственной родине голод, развязал военные столкновения, всячески унижал и постепенно уничтожал свой народ? Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.